14 сентября 1954 года на Тотском полигоне в Оренбургской области проходили советские тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Общее количество военнослужащих, участвующих в учениях, достигало 45 тысяч человек. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. В начале 50-х годов всерьез готовились к Третьей мировой войне. После проведения в США испытаний ядерного оружия в СССР также решили опробовать ядерную бомбу на открытой местности. Место учений в Оренбургской степи выбрали из-за сходства с западноевропейским ландшафтом. Весь конец лета на маленькую станцию Тотская со всего Союза шли воинские эшелоны. Никто из прибывающих, даже командование войсковых частей, понятия не имели, зачем они здесь оказались. Палаточный лагерь растянулся на 42 километра. На учениях прибыли представители 212 частей, 45 тысяч военнослужащих, 39 тысяч солдат, сержантов и старшин, 6 тысяч офицеров, генералов и маршалов. Подготовка к учениям под кодовым названием «Снежок» длилась 3 месяца. К концу лета огромный полигон было буквально испещрено десятками тысяч метров окопов, траншей и противотанковых рвов. Построили сотни дотов, дзотов, блиндажей. Щели в подобных заграждениях замазывали глиной. Окопы были предназначены для защиты пехоты от звуковой и световой волны. Учения проводились в Оренбургской степи, окруженной населенными пунктами. Людей из поселков, которые располагались слишком близко к эпицентру взрыва, эвакуировали. Подготовка к учениям велась под артиллерийскую канонаду. Сотни самолетов бомбили заданные участки. За месяц до начала ежедневно самолет Ту-4 сбрасывал в эпицентр болванку, макет бомбы массой 250 килограмм. В старой дубовой роще, окруженной смешанным лесом, был нанесен белый известковый крест размером 100 на 100 метров. В него-то и метили тренирующиеся летчики. Отклонение более чем на 500 метров привело бы к прямому попаданию ядерной бомбы в живые войска. В учениях задействовали и животных, и если люди должны были ринуться в атаку уже после взрыва, то животным предстояло буквально принять удар на себя, для того, чтобы оценить воздействие взрывной волны на живые организмы. Домашних животных оставили прямо в эпицентре. Там же оставили и бронетехнику, которую также планировали испытать на прочность. Накануне старта учений офицерам показали секретный фильм о действии ядерного оружия. Для этого был построен специальный кинопавильон, в который пропускали лишь по списку и удостоверению личности в присутствии командира полка и представителя КГБ. За 3 суток до начала учений на полевой аэродром в районе Тотска стали прибывать высшие военноначальники. Все они размещались в заранее построенном в районе лагеря правительственном городке. За сутки до учений в Тотске появился Хрущев, министр обороны Булганин и создатель ядерного оружия Курчатов. Руководителем учений был назначен маршал Жуков. Вокруг эпицентра взрыва, обозначенного белым крестом, была расставлена боевая техника. Танки, самолеты, бронетранспортеры, к которым в траншеях и на земле привязали десант, овец, собак, лошадей и телят. Для исключения поражения войск световым излучением личному составу было запрещено смотреть в сторону взрыва до прохождения ударной или звуковой волны. А подразделениям, наиболее близко расположенным к эпицентру атомного взрыва, для защиты глаз были выданы специальные затемненные пленки к противогазам. Для предотвращения поражения ударной волны войска, располагающиеся наиболее близко, на удалении 5 километров, должны были находиться в укрытиях, далее 7 километров, в траншеях, в положении сидя или лежа. В общей сложности на учение привлекалось около 45 тысяч человек личного состава, 600 танков и самоходно-артиллерийских установок, 500 орудий и минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей и автомобилей. За 10 минут до нанесения атомного удара был дан сигнал «Атомная тревога», по которому личный состав участвующих в учениях войск ушел в укрытие и убежище. Экипаж танков и самоходно-артиллерийских установок заняли свои места в машинах и задраили люки. В 9 часов 33 минуты
Самолет-носитель с высоты 8000 метров сбросил атомную бомбу. Через 45 секунд на высоте 350 метров от поверхности Земли последовал взрыв. Через 5 минут после атомного взрыва началась артиллерийская подготовка. Затем был нанесен удар бомбардировочной авиацией. Согласно воспоминанию солдата, во время взрыва, несмотря на закрытые траншеи и блиндажи, где мы находились, туда проник яркий свет. Через несколько секунд мы услышали звук в форме резкого грозового разряда. Через 3 часа был получен сигнал атаки. Самолеты, нанося удар по наземным целям, через 22 минуты после ядерного взрыва пересекали ножку ядерного гриба, ствол радиоактивного облака. Я со своим батальоном на бронетранспортере проследовал в 600 метров от эпицентра взрыва на скорости 16 км в час. Увидел сожженный от корня до верхушки лес, покореженные колонны техники, обгоревших животных. В самом эпицентре в радиусе 300 метров не оставалось ни одного столетнего дуба. Все сгорело. Техника в километре от взрыва была вдавлена в землю. Долину, в 1,5 километрах от которой находился эпицентр взрыва, мы пересекали в противогазах. Как вспоминает солдат Казаков, краем глаза успели заметить, как горят поршневые самолеты, автомобили и штабные машины. Везде валялись останки коров и овец. Земля напоминала шлак и некую чудовищную взбитую консистенцию. Местность после взрыва трудно было узнать. Дымилась трава, бегали опаленные перепелки, кустарники и перелески исчезли. Меня окружали голые дымящиеся холмы. Стояла сплошная черная стена из дыма и пыли, смрада и гари. Сохла и першила в горле. В ушах стоял звон и шум. Генерал-майор приказал мне измерить дозиметрическим прибором уровень радиации у догорающего рядом костра. Я подбежал, открыл заслонку на днище прибора, и стрелка зашкалила. «В машину!» – скомандовал генерал. И мы отъехали с этого места, оказавшегося рядом с непосредственным эпицентром взрыва. 2 дня спустя, 17 сентября 1954 года, в газете «Правда» было напечатано сообщение. В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения. Войска выполнили свою задачу. Ядерный щит страны был создан. В результате учений большинство их участников, а также до 10 тысяч жителей окрестных деревень, получили разные дозы радиоактивного облучения. Все участники учений дали подписку о неразглашении военной тайны в течение 25 лет. Никакая медицинская помощь для уменьшения последствий радиации им не была оказана, и соответствующие льготы не были предоставлены. Только постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года участники тотских учений отнесены к ветеранам подразделений особого риска с предоставлением соответствующих выплат и льгот. Достоверных данных о том, сколько именно участников тотских учений, а также мирных жителей преждевременно умерли или стали инвалидами в результате воздействия радиации, до сих пор нет. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.